вот, кстати, о чем ты мечтаешь, Андрюша? Хотелось бы очень дружную семью. Так. Что такое дружная семья для тебя? Как ты ее видишь, дружная семья? Что в семье все друг друга любят, нету ссор никаких. Понимают, да? Понимают, никаких разногласий нету. Ребят, я думаю, что об этом мечтает каждый ребенок. К сожалению, наверное, не бывает семьи, где нет разногласий, да? Но... Главное понимание, да. Потому что разногласия будут в любом случае, а понимать друг друга и уступать, да. это дано не каждому. Да, главное, это дано каждому, надо просто захотеть. Понимаешь, это как в тренировке. Спорный вопрос. Нет, Саша, это как в тренировке. Именно когда ты говоришь себе, что я не смогу. Не, я говорю о том, что когда один человек действительно осознает свои ошибки и пытается их исправить, а другой пожизненно говорит, что нет, не я богиня. А нужно время. Поверь мне, нужно время. Вот, кстати, мы сегодня поднимали вопрос в разговоре, мы общались. Самое главное качество в любом человеке, то, чего не хватает каждому, это терпение, ребят. И даже когда мы думаем, что вот нет, вот тот человек этого не сделает никогда, не поверьте, тот человек о вас думает то же самое. Что вы этого никогда не сделаете, понимаете? А проще, знаете, вот есть мостик, надо на нем встретиться и найти вот с двух сторон, чтобы это получилось, а не перекидывать шарик друг на дружку, это ты виноват или ты виноват, понимаете? Иногда... Старая сказка про двух баранов. Да. Иногда проще сказать, да, я виноват, не проще, не иногда, а всегда. Вот если каждый способен себе найти эту вину, не для того, чтобы сделать себе хуже от того, что ты там неправильно поступил, а признался, да, и как я могу это исправить, тогда все получится. Это 100%. А еще о чем ты мечтаешь, Андрюша? Я напоминаю, кто пришел в новый эфир, я вот вижу, зеленые лампочки загораются. Это Андрюша Косаш, самый сильный мальчик на планете. Это не бла-бла-бла, это действительно в 7 лет он отжимался 7000 раз. И во сколько он штангу? 6 лет 7000. В 6 лет он отжимался 7000 раз, и штангу 2100 раз он отжал 50% от веса своего тела. Сколько ему было? 10 лет. В 10 лет. Это чтобы вы понимали, что мы здесь не просто на озере вам сказки рассказываем, а это действительно так. Это так, к примеру, да, самый сильный человек планеты Веростюк, 50% от своего веса жмет где-то 200 с чем-то, около 300 раз, не более. И когда мы шли на этот рекорд, мне говорили, что это фальсификация, потому что физиологически это вообще практически невозможно. То есть, нам легче сказать, что этого не может быть, потому что мы с этим просто не согласны. Знаете как? Опять же, а кто это говорит? Тот, кто этого никогда не сделает. Понимаешь? Да. Самое, вот что меня убивает в наших людях, вот будет смотреть, видеть, констатировать факт и говорить, нет, этого не может быть, и найдет кучу причин, чтобы этого не стало. А вред мы приносим кому? Сами себе, потому что человечество идет тогда дальше, когда оно эволюционирует, как я красиво сказала, это после Андрюши Торна, понимаешь, он же эволюция, понимаете? Я повторюсь, если мы не будем развиваться, мы останемся обезьянами с дубинами, понимаете? Вот человек сделал свое открытие благодаря тренировкам, он не просто спас сыну жизнь, а сделал открытие, которое спасет миллионы жизней, если они к нему прислушаются и будут делать как он. И папы, и сыновья, и все родители. Почему нам проще сказать, что этого не может быть? Да чтобы не напрягаться, чтобы этого не делать. Кому надо отжиматься 7000 раз, Саша? Вот ты такое скажешь. Значит, ты кто? Ты маньяк, ты издеваешься над своим ребенком, который плачет, не хочет делать, а ты сказал, давай, отжимай. А то, что ты ребенку спасал жизнь, об этом же никто в программе не сказал. Кто знает о том, что человек спасал ребенку жизнь? Дело в том, что на этот проект я сам лично подавал заявку. Это не ко мне обращались, это я шел на проект. И когда первый раз я сказал о том, что есть проблемы со здоровьем, есть проблемы такие-то, и мы просим, как говорится, помочь канал... СБ? Да, помочь этот канал нам решить эти вопросы, помочь с врачами, помочь с тем. Они сказали, нет, это неинтересно, это скучно.
Конечно, скучно. Кому интересно, блин, понимаете, спасать чью-то жизнь? Интересно набить морду. А вот когда я продумал, посмотрел несколько выпусков, увидел о том, что построено все на конфликтах, я еще раз позвонил, сказал, что у меня есть вам что сказать. Я пришел на канал, сказал о том, что я по 15 часов заставляю тренироваться сына. Они говорят, как? Я говорю, вот так. А если не слушается, то и по 20 часов и так далее. И вот когда ты сказал ключевое слово «заставляю», «издеваюсь» и так далее, это стало они сказали, интересным. окей. Мы, в принципе, с ними договорились, они пообещали врача, они пообещали провести Ну, ты подробно экспертизу. сейчас не рассказываешь, Да, что осталось в да, нашем да. проекте. Но, ребят, это мы такую, знаете, заманушечку вам кинули, чтобы вы следили за нашим проектом, который скоро выйдет. Потому что тайна об этом проекте «Кохана, мы вбиваем детей», что касается семьи Косташев, мы раскроем именно в нашем проекте. И поверьте, мы не боимся судов, мы не боимся каналов, которые будут мне рассказывать, что вы это не имеете права разглашать. Все мы имеем право. Когда речь идет о жизни и особенно о жизни ребенка, границ не будет никогда. Вот. И мы ничего не боимся, потому что правда на нашей стороне. И наша задача сегодня мотивировать людей, чтобы они шли за нами, а не отворачивались от нас. И то, что может принести пользу для нас идти к своей цели. Это, кстати, вот еще то, что ты говоришь, я пошел и сделал так, что выгодно проекту, да, у тебя цель была спасти ребенку жизнь. Тебе нужны были врачи, возможности, даже какие-то финансы, чтобы вытащить своего ребенка из беды. И вот это о том еще, вот если у вас есть цель, идите к ней любыми путями, потому что нет ничего важнее, чем жизнь вашего ребенка. И не надо думать о том, что кто скажет и кто что подумает. Надо делать все, чтобы ребенок был жив, здоров и счастлив. Поэтому это все вы увидите в нашей программе. Ну, еще немного мы поговорим, потому что мы можем, конечно, до утра тут разговаривать. У меня очень интересные герои сегодня. Кстати, знаешь, пришла мысль, вот каждое воскресенье я буду теперь встречаться с интересными людьми. Вот благодаря вам в то воскресенье. Это было воскресенье, когда мы встречались с Андрюшем? Не воскресенье, да? Субботу. Мы с Андрюшей Торном, йогом из Индии, встречались. Уже тогда у меня пришла идея встречаться с интересными людьми. Сегодня она подтверждается, насколько интересно каждое воскресенье знакомить вас с новыми друзьями, о которых вы даже не догадывались, и у кого есть чему поучиться. Ну и Андрюш, скажи, пожалуйста, а вот... Почему тебе хотелось бы участвовать в нашем проекте? Потому что папа будет тренером. Я еще раз повторюсь, мы сейчас проводим кастинг для подростков, которые хотят изменить свое тело, сознание и образ жизни, отношение к жизни. Подростки, их родители, пишите мне в личку или к Александру Косташу. Можно даже к Андрею Косташу написать, он есть тоже в Фейсбуке. Мы проводим кастинг. В наш проект попасть нелегко. Не надо думать, что мы прям берем тут всех желающих и здесь будет развлекаловка. Проект будет длиться полгода, ребят. И за полгода мы должны показать результат. Не просто, что вы бегали на тренировочку, да, а должен быть результат. То есть подросток приходит вот таким, а заканчивает наш проект, не заканчивает, а продолжает через полгода уже, ну, по крайней мере, как это я называю, Аполлоном, понимаешь? Вот. Мы предложили Андрюше, потому что то, что мы с папой там придумали, это одно, но нам же нужно было согласие Андрея. Во-первых, у него и график плотный, и, знаете, подростки не очень любят напрягаться в этой жизни. Андрюш, скажи, пожалуйста, вот ты сразу согласился, даже не задумавшись, а что этот проект будет значить для тебя? Скажи, пожалуйста. Прежде всего, почему ты идешь туда? Ну, мне тоже хотелось бы помогать. Помогать, да? Я знаю, что папа сказал, что ты очень хочешь заниматься благотворительностью, да? Да. Вот здорово. А мы и занимались, потому что первые анонсы наших благотворительных акций выходили еще, когда Андрею было 7 лет. И, кстати, один из проектов по благотворительности придумал сам Андрей. Он когда-то уже на нескольких каналах говорил о своем проекте, рассказывал. Но это, я думаю, будет позже. Да, ну, ребят, я о чем? Вот смотрите, вот этот вот маленький человечек, ну, не смотрите визуально, да, все-таки 14 лет это, ну, такое начало, да, становления личности. Вот. Он для себя решил, его не папа заставлял, да, не мода какая-то пришла вдруг, вот все модно занимаются благотворительностью. Человек просто вот еще с маленького возраста, и главное, что не отбилась охота, он помогает людям. Вот. И, кстати, Андрюш, у меня к тебе сегодня будет предложение неожиданное. Я вчера выпустила репортаж о Виктории Терещенко. Викочка, я уверена, что ты нас видишь. Она живет на 1-м этаже. Ты сможешь со мной прийти и с ней
пообщаться несколько минут. Ей будет очень приятно. Конечно. Да? Вот прямо сегодня мы начнем. Это неожиданная мысль, неожиданная встреча, которая пришла вот сейчас мне в голову. Мы можем сегодня уже сделать доброе дело, прийти к человечку, которая, к сожалению, не может выходить самостоятельно на улицу без помощи мамы. И ей не хватает друзей, которые просто могут прийти и сказать ей привет. Вот, Викочка, жди нас в гости. Мы сейчас немножечко пообщаемся, потому что мы сейчас и работаем над нашим новым проектом. Мы должны обсудить некоторые детали, потому что завтра у меня уже встреча с родителями. Вот. А тренер и непосредственный наш участник и ведущий эксперимента Андрюша встретятся уже непосредственно на проекте с ребятами, которые захотят поменять свою жизнь. Так что, ребятки, делайте добрые дела каждую минуту, не ждите этой очереди. Вот мы сидим на озере, и вдруг посетила мысль, что мы можем сделать сейчас, когда мы собрались вместе. Мы можем прийти просто человеку сказать хорошие, добрые слова. Вот. А если повезете, еще попить чайку. Да. Вот. Всем хорошего воскресенья. Ты хочешь еще, может быть, что-то сказать? Там слушает нас очень много людей. Что бы ты хотел им пожелать вообще для жизни? Живите для себя, радуйтесь каждому моменту. А что такое жить для себя? Ну, то есть стараться делать то, что хочешь ты, а не то, что хотят от тебя. О! Вы слышите мудрость слов? Папа мне 5 минут назад сказал, что он не разговорчивый, да? А я ему говорю, а ты посмотри, он много не говорит, но как он четко сказал. Мне понравилась, во-первых, фраза, мы с тобой общались. Я говорю, говори сердцем. А он говорит, ведь надо найти ключ к этому сердцу. Ребенку 14 лет. И сейчас живите так, как хотите вы, а не так, как хотят, чтобы от вас, да? Запишите себе, ребята. Это, знаете, насчет того, что люди скажут, и щоб я не був лохом в глазах других. А у меня, знаешь, вот фраза, которая переплетется с собой. Счастье – это когда ты живешь, как ты хочешь, и ни одна сволочь тебе не мешает. Понятно? Ну, перекликается, да? Это примерно вот это, да? В одном случае. А что для тебя, Саш, счастье? Или что такое для, ну, вот, жить на полную катушку? Ну, я думаю, счастье жить на полную катушку, это когда ты кому-то делаешь добро, в принципе, и в конце жизни тебе не стыдно за то, как ты прожил эту жизнь. Вот, в принципе, и все. Это как бы основа. А тут уже сценарий под эту тему можно подкладывать любой. Главное, чтобы он соответствовал концовке. То есть должен быть хэппи-энд. Это вам говорит главный маньяк страны. Вы слышали? Главный маньяк страны, ужаснейший мужчина, который издевается над людьми. Он вам сказал, живите для других, чтобы вам не было стыдно в конце вашей жизни. Круто? И еще, как говорят, да, о том, что вот есть грузинская поговорка о жизни человека. Когда рождается ребенок, люди плачут от радости, а когда умирают, тоже плачут, но от грусти. И я хотел бы, чтобы плакали от радости. Плакали, наверное, от радости, я не знаю, хотя это философская такая тема, которая... А философская тема, если ты сможешь понимать, куда человек идет дальше. Знаешь, мне понравилась фраза, мне одна девочка сказала, занимается йогой. Знаешь, можно человека похоронить, а можно провести дальше. Да. Понимаешь? И поэтому даже на похоронах можно плакать от радости, что человек выполнил все, что он смог, все, что успел, и оставил это людям, и пошел дальше. Ну, в общем, да. А человек остается жить когда о нем вспоминают другие, а другие вспоминают о хороших делах. Человек жив до тех пор, пока его помнят, 100%. и хорошо помнят. Как только о нем забывают, и могилы зарастают, 100%. все, вот это и есть смерть. 100%. Поэтому, ребятки, давайте будем плакать только от радости, и неважно, какое событие произошло в вашей жизни. Важно ваше отношение к этому событию. И сегодня мы плачем от радости, вон уже Косташ почесал глазик, потому что мы встретились, потому что мы будем делать новые проекты, чтобы нам не было стыдно о бесцельно потраченных годах. И не важно, сколько нам лет, и не важно, какие у нас есть финансовые возможности или их нет. И не важно, какие трудности нас ждут впереди. Главное, что мы вместе, мы сила, и у нас есть самый главный мощный рычаг, это наше сердце, которое нас не тормознет. Да? Ну что, всем привет, хорошего воскресенья. И наш день уже сегодня прожит не зря, а ведь только начало.
Это да. Все, Викочка Терещенко, жди нас в гости. Мы сейчас немножечко пообщаемся насчет нашего нового проекта. И идем к тебе. Пока. Ребятки, я напоминаю, не забывайте помогать Викочке, высылать деньги на ее счет. И в мою команду сегодня подключились ребята, семья Косташев, Андрюша и Александр, которые тоже помогают мне объединять друзей. И мы будем собирать на операцию Виктории Терещенко. Там осталось 270, я уверена, что сегодня уже будет 260 тысяч как минимум собрать. И давайте доведем это дело до конца. Одну звездочку, но мы спасем, да? Пусть их миллионы, не надо говорить, что ты знаешь, сколько людей у нас в стране, и ты всех не спасешь. Ты знаешь, что это дела правительства. Ребят, давайте начнем с нас. Что мы конкретно можем сделать в этой ситуации? Вот мы вместе можем уже этой девочке помочь. Да, и на заключение продолжение фразы. Знаете, сколько у нас в стране людей? Ребята, 1 гривна это ничто, и каждую гривну выкидывают. Просто Ее так. можно найти под ногами. Под ногами эту гривну. Одной гривны бросить Да. на счет 35 миллионам украинцев, Да. и можно построить новую клинику. Конечно. Так что... Вот, начинайте все с себя и не ждите, что кто-то решит ваши проблемы. И научитесь разговаривать с своей совестью, чтобы не было стыдно. Всем пока! Пока. Ура!